Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшний наш с вами общий расклад Таро посвящен на любовь, отношения, мысли, чувства, планы, действия загаданного вами человека. Это онлайн-гадание для женщин, но мужчины также могут погадать для себя, может быть, адаптируя этот расклад со своей стороны. Настраиваетесь на себя, на свои отношения, на свои ситуации, на свои изменения, на динамику в отношениях, и мы посмотрим все, что будет идти из расклада. Начнем с того, что посмотрим, кто пришел на расклад, с какой ситуацией. Колесо фортуны у вас судьбоносная ситуация, и вы знаете, как будто бы вы вынуждены проходить то, что между вами, да, такое ощущение, что в вас мечут дротики, да, ножи кидают, гвоздят вас в этой ситуации, то есть ставят в определенные рамки, и, вы как бы заложник ситуации. И вроде бы вы как бы чувствуете, с одной стороны, что от вас ситуация зависит, а с другой стороны, вы понимаете, что вы на эту ситуацию никак не влияете, да, вот так. А, У кого-то из вас, давайте скажем, у вас, да, как у женщины, например, да, вот у женщины здесь есть сомнения по поводу мужчины, и вы не знаете, сможете ли вы продолжать эти отношения или нет. Хватит ли у вас сил моральных и физических продолжать эти отношения? Да, и у вас, знаете, как будто бы вы уже доведены до отчаяния и уже готовы шинковать эту морковь, да, давайте так скажем. Как будто бы вы, готовы как бы с одной стороны на все, чтобы эти отношения продолжались, а с другой стороны вы не понимаете, а нужно ли вам это все ставить на кон, да? Вот так вот, как будто бы, с одной стороны, вы понимаете, что, ну, это ваша судьба, да. Вы можете так как будто бы в этом где-то сомневаться. А с другой стороны, вы где-то подсознательно понимаете, что уже проиграли, да. Вот одна нога здесь, другая там, да. Вот колесо фортуны, оно так и есть. Вроде бы и все очень хорошо. А с другой стороны, вот пятерка мечей. А пятерка мечей — это отчаяние как минимум, или победа, или успех, которые достигаются такими усилиями, что непонятно, а нужно ли такие усилия прилагать, да? Надежда, как говорится, умирает последней. И солнце, оно как бы о том, что вы, может быть, чего-то еще не знаете о этих отношениях, о этой ситуации. И, может быть, прежде чем делать какие-то выводы, да, и, например, закрывать дверь или уходить, вам нужно прояснять ситуацию, и, возможно, она улучшится, эта ситуация. Солнце, вы чего-то не видите еще, да? Ну и девятка пентаклей. Девятка пентаклей, как минимум, здесь о чем-то хорошем в будущем, о вашей самооценке и о ценности, как минимум, о ценности этих отношений для вас. Потому что, знаете как, у меня такое ощущение, семерка и пятерка здесь дают 12, да, 12 это повешено, и вы уже так успели крепко связать эти отношения с собой, так успели намучиться в этих отношениях, да, то есть так приложили много усилий к этой ситуации, что, она действительно вам дорого уже обошлась. И сможете ли вы выйти из этих отношений сейчас? Большой-большой вопрос. Вот такая как бы фабула. Давайте смотреть дальше, исходя из
потока. Давайте проверим колесо фортуны. Что скажут высшие силы? Действительно, это тот судьбоносный человек, который, ну, вот, который должен быть с вами судьбой. Что скажут именно высшие силы? Вы считаете, что как будто бы вот судьба, да? Ну, или считали так, да? А как видят высшие силы вашу ситуацию? Как видят высшие силы? Ну, я так скажу. Отшельник — это кармическая отработка всегда. Да, это человек, данный судьбой, но данный пройти нелегкие отношения и в конечном итоге получить опыт, получить знания и обрести, ну, такое, знаете, как говорится, ну, обрести мудрость в конечном итоге, да, то есть этот человек вам дан действительно судьбой для того, чтобы из этих отношений вы, когда выходили, ну, вы не вышли таким, да, или такой, каким входили, да, в эти отношения. То есть вы должны, если вы выйдете, то вы будете более апгрейднутой версией себя, и ваш партнер тоже. Поэтому да, это кармические отношения. А давайте спросим, насколько был уверен ваш партнер в будущем этих отношений, когда входил в эти отношения? Ну, на самом деле, серьезно ли он относился к этим отношениям изначально? Ну, я скажу, что да. Эта карта не отрицающая, она как бы о связи. Он планировал, он планировал будущее, и когда он входил в эти отношения, он даже мог обещать вам показать новую реальность. Вот это вы, да, как бы были в своем мире, а он вам обещал показать что-то большее, нежели вы видели, и как бы открыть вам новый мир, новые горизонты. То есть изначально для него это было действительно серьезно, и изначально он вас не обманывал, что он хочет сделать что-то хорошее, да, вот так. А как его планы выглядят сейчас? В этот момент, когда вы как бы доведены до отчаяния, что он планирует сейчас? А сейчас он планирует уйти, восьмерка кубков, но как будто бы либо вы его удерживаете, причем эмоционально, да, либо он еще пока не может найти в себе сил. Соответственно, если вы его удерживаете эмоционально, то, может быть, вызываете в нем чувство вины, чувство жалости. Ну, а если он не может найти сил, ну, тогда, возможно, он вызывает в вас чувство жалости. Такое что же может быть? Может. Хорошо. Чего вы еще не знаете об этих отношениях? Солнце и, ну, как бы Солнце и восьмерка, смотрите, 19 и 8, 27 получается, а это отшельник, да, чего вы не знаете, но оно как идет, как мудрость какая-то, да, но должны знать или необходимо знать. Семерка кубков, здесь есть какая-то иллюзия. Может быть, это вы находитесь в розовых очках, а может быть, это он находится в розовых очках, да, может быть, это на обеих участниках, да, этих отношений розовые очки. Но здесь есть какая-то иллюзия. Каждый себе представляет что-то свое в этих отношениях. Иногда семерка кубков говорит о мороке, да, и можно сказать, что, возможно, кто-то морочит вас, да, и кто-то магичит. Мы сегодня не планировали делать диагностику, посмотрим чуть позже. Если вы хотите сделать ее, пишите в комментариях.
Но такое ощущение, что каждый себе представляет эти отношения, по-своему. И это представление, оно не совпадает, да. Ваше представление этих отношений не совпадает с представлением отношений вашим партнером. Действительно ли вы дороги ему по этим отношениям, в этих отношениях? Печальная карта, хотя она не есть негативная. Здесь шестерка мечей, такое ощущение, что Харон, ну, перевозит вас в другой мир. Но он же обещал вам другой мир. Вот он другой мир. Да, вот как-то это все символично. Ну, давайте так, дороги ли эти отношения ему? Да, но здесь действительно кармическая составляющая в отношениях достаточно сильная. Давайте мы к ней вернемся, к этой кармической составляющей, да, и посмотрим, что с ней как бы не так, в кавычках, и сделаем расклад обратный. Давайте посмотрим, что он изначально делал неправильно. Или где он изначально, ваш партнер, делал неправильно, или где он изначально пошел против судьбы. Ну, или поступил не так, как должен был бы делать, да? Или ошибался. Восьмерка мечей. Он изначально боялся. Может быть, боялся за отношения, или, может быть, изначально придавал этим отношениям сильно большое значение. Вот так. Вот почему-то так идет. Хорошо. Давайте тогда спросим. Изначально было ли какое-то воздействие, как будто мы просматриваем прошлый слой, да? Слой прошлого. Было ли изначально какое-то воздействие, которое, ну, обеспечивало эти розовые очки на вас и на нем? Ну, в том числе морок, как будто бы такая микродиагностика, да? Негативного влияния сейчас по этой карте. Да нет, тут девятка кубков, здесь просто розовые очки. Я бы не сказал, что изначально на вас кто-то колдовал. Просто это был конфетно-букетный период, где вы, условно говоря, принимали общую ванну и наливали туда там мед, да, или лепестки роз, или что-то еще такое, да, или какие-то, те пенные бомбочки, да, в общем, для вас это была теплая ванная просто. Потому что морок был вашей теплой ванной, вызван теплой ванной и конфетно-букетным периодом. Окей. Хорошо. Какова истинная причина, что он сейчас от вас отдалился или хочет уйти? Истинная причина — король пентаклей. Может быть, он обесценивает эти отношения. Может. Может ли здесь быть женщина за этим делом? То есть причина в женщине? Может. Может ли эта женщина быть в красном? Да, и тут уже смотрите, если ваш любимый цвет красный, то это вы, а если нет, то это может быть соперница, особенно если вы ее знаете, особенно если она земной стихии, дева, телец или козерог. И может ли быть причина деньги? Да. Вот так. Хорошо. Если учесть, что ваши отношения сейчас на грани между мирами, то тенденция развития этих отношений, она идет вот больше в какую сторону? К позитиву или к негативу? Рыцарь Пентаклей, она идет по кармическому сценарию. Здесь, знаете, как бы каждый проживает свою боль, свою выдержку, свою силу воли и кармический опыт. Карта в целом позитивная,
но она мозолистая такая, трудная. Вам трудно, вам нелегко. Это как испытание происходит, как служба, как работа, которую необходимо выполнить, ну, потому что ее необходимо выполнить, потому что судьба так распоряжается, понимаете? Ну, это рыцарь Пентакли — это отшельник, рыцарь Пентаклей — все это дева, да, все это отработка. Ну и колесо фортуны рядом, видите? Хорошо, чему учит вас ваша ситуация? Ну, во-первых, она учит интуиции вас, то есть она развивает ваши внутренние чувства. Также она учит открывать свои чувства. Но, возможно, она учит проходить через неизведанное и даже мистическое и магическое. Вот так, Луна учит Луне. Хорошо. Что чувствует по отношению к вам сейчас загаданный вами человек? Что чувствует по отношению к вам сейчас загаданный вами человек? Его чувства. Но он чувствует, что вы его держите, не отпускаете, и, возможно, поэтому он так себя и ведет. Он чувствует над собой ваш контроль. То есть он чувствует, что контролирует вас. Ну, окей. То есть он чувствует наоборот, получается, даже ваш контроль над собой. Вот так. Он чувствует не что он вас контролирует, а вы его контролируете. Вот так вот. Хорошо. Ну, давайте это чувство. А как он или какими он видит сейчас отношения, рыцарь Пентаклей? Ну, вот сейчас он видит, что между вами есть не только какая-то связь, но и есть некая справедливость, правда. Но, опять-таки, эти отношения он сейчас видит не сколько справедливыми, сколько очень-очень шаткими, хрупкими. Поэтому он видит и понимает, скорее всего, даже и чувствует, что эти отношения могут быть в любой момент разрушены. Да? Разрушены и, ну, как бы, ну, он понимает, что эти отношения могут, как карточный домик, рассыпаться в любой момент. Хорошо. Готов ли, готов ли он уйти прямо сейчас? Ну вот, он уже созрел к принятию какого-то решения на разрыв. Карта такая, она негативная, и она говорит и да, и нет. То есть у него страхи, у вас страхи — это совместные страхи. Паш мечей — ни да, ни нет. Давайте спросим, почему так? Неужели ему так удобно? Неужели ему так удобно? Да, ему так удобно, и у него остаются к вам какие-то чувства, но они непонятные тогда. Неужели он действительно любит вас? Неужели это чувство, которые он не может так отпустить? Да, то есть, видите, вот это вот все-таки теплая ванная, да, этот конфетно-букетный период или период розовых очков в нем до сих пор живет. Неужели это так? Ой, пятерка кубков, да, это уже ли это так? Он не может вас просто так отпустить, и вот этот вот разрыв с вами, он вызывает в нем чувство такой тоски, обреченности какой-то, да, то есть он не готов эмоционально расстаться с вами. Пятерка кубков, видите, как выпадает, и рядом двойка кубков. То есть по отношению к вам в нем есть такие чувства, которые, ну, которые он не может себе позволить, или благодаря которым он не может позволить себе расстаться с вами. Хорошо. Чувства мы посмотрели, а давайте все-таки его мысли посмотрим. Вот эту карту посмотрим. Его мысли, что именно думает о вас. Но он думает, что вам все равно. Он думает, что вы делаете вид, что вам все равно, с одной стороны, это так выглядит.
Но он как бы думает, что вы сильнее в этой ситуации. Он не понимает, что вы тоже так же, ну, где-то переживаете и страдаете, как он. Он этого не понимает. А что он думает о вас, о ваших чувствах, именно о ваших чувствах, его мысли? Ну, он думает, что вам больно. Он думает, что вам больно. Но, с другой стороны, это не выглядит так. Он думает, что вы искусно маскируете свою боль. Вот как. Хорошо. А что он думает по поводу вашего отдаления? Ну, он все-таки оценивает это как вашу силу. И если вы храните молчание, то это, ну, как бы в его глазах вас делает более сильным человеком. То есть он как бы ценит это, и он не ожидал этого. Он не рассчитывал, что вы так себя будете вести. Вот эта четверка мечей, туз пентаклей, да. Ну, это мудрое решение с вашей стороны. Ваше вот это поведение, особенно если оно больше такое холодное молчание, да, это мудро. Хорошо. А что он думает о справедливости и хрупкости вашего партнерства сейчас, да, его мысли о вашем союзе, как он его видит, этот союз, помимо того, что он хрупкий, да? Ну, смотрите, он думает, что он контролирует ситуацию, король жезлов, да, но за этой ситуацией где-то, знаете, за контролем этой ситуации скрывается его агрессия, и в этой агрессии где-то он может винить вас. Значит, смотрите, здесь мужчина, он в самом таком невыгодном состоянии. Он где-то сейчас себя либо винит в слабости, либо винит в агрессии. Вот так вот. И все из-за вас. Он себя винит, да, но причиной все равно являетесь вы. Хорошо. Допускает ли он в мыслях, что вы управляете этой ситуацией, да, или что, ну, вы как-то не то что управляете, а влияете на ситуацию? Думает ли он так? Ну, особо, знаете, как, скорее нет, чем да. Он не думает, что вы как-то влияете на ситуацию. Хорошо. Тогда пойдем с другой стороны. Кто и что действительно влияет на эту ситуацию, что она вроде бы как идет по судьбе, а с другой стороны она напоминает хаос, да, шут. Кто и что влияет по судьбе? Семерка мечей. Правда и ложь. То есть что? Правда и ложь. То есть, ну, не до конца честны вы, не до конца честен ваш партнер. Ну, это парная тут карта, да. Может быть, кто-то следит за вами вот в этих отношениях, и так или иначе, может ли кто-то хочет украсть что-то у вас в этих отношениях? Ну, в принципе, да, но вообще эта карта правда и ложь, а с другой стороны кража, да. То есть тут уже смотрите, если вы чувствуете, что он честен с вами и вы честны с ним, ну тогда это кража. А если вы не честны и чувствуете, да, интуитивно, что здесь может быть обман, ну тогда да, тогда нечестность. Хорошо. Возьмет ли он смелость на себя, ну, как-то эту ситуацию реанимировать, да? Ждать ли от него шагов таких решительных? Страшный суд. М. Ну, тут для этого должно быть, как говорится, второе или третье пришествие, какое-то пришествие, да, нужны небеса разверзнуться, да, и произойти какое-то чудесное воскрешение. Ну,
но только во имя или воистину какую-то, да, то есть во имя чего-то необычайного. Страшный суд, часто об очищении от чего-то не очень хорошего, да, ну, как бы как очищение души. Ну, во имя очищения души, давайте так скажем. А как оно ложится на вашу ситуацию, мне тяжело сказать. Страшный суд, ну, сможет ли он найти силы? Ну, он вынужден будет находить силы, давайте так скажем, да, потому что это как неизбежность идет какая-то. Четверка мечей. Чем успокоится сердце ваше? Да, у вас будет все хорошо, лично у вас. Может ли быть хорошо в этих отношениях? Да. А может ли быть хорошо в каких-то других отношениях? Да. То есть, ну, ваша личная, вот это ваша карта, четверка жезлов. Четверка жезлов, у вас все будет ок. Хорошо, хорошо, это ок. Оно в новых отношениях или в этих отношениях? Шестерка жезлов. Ну, это все зависит от вашей силы воли, от вашего решения, сможете ли вы продолжать, хотите ли вы тут продолжать и хотите ли вы отпускать этого человека или нет. Видите, как от вас тоже здесь многое зависит. А совет, что именно делать вам в этой ситуации? Восьмерка пентаклей. Ну, пока продолжать, ну, как говорится, воспитывать себя и его в этой ситуации, да, то есть, ну, продолжать воздействовать, продолжать воспитывать, продолжать учиться, продолжать работу. А чего не делать в этой ситуации? Двойка пентаклей. Не делать вид, что все хорошо, и не прекращать жонглировать. Не прекращайте жонглировать, а то весь фокус у вас рассыпется. То есть ваша магия, ну, а магия — это ваше управление ситуацией, может рассыпаться, если вы прекратите жонглировать, прекратите эту работу. Видите, тут оно все четко. Жонглирование должно быть. Знаете? Хорошо. Почему вы оказались на этом раскладе? Рыцарь кубков, потому что, скорее всего, есть какие-то чувства у вас к нему. Может быть, вы его где-то хотите наказать даже. Ну и потому что у него к вам тоже есть чувства. Ну и это будет последняя сегодня карта. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на загаданного человека и загадайте вопрос себе самостоятельно, на который вы хотите получить ответ. Когда я переверну карту, вы на нее посмотрите, поставите на паузу и дадите сами ответ на свой вопрос. Уверен, что вы загадали себе вопрос, и вот вам ответ, на который вы сами даете себе ответ. Світла вам та вашому всесвітові. Побачимось, почуємось. До зустрічі, Па-па.